Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике мы обсудим те видеозаписи, которые есть в социальных сетях. Мы с командой приняли решение посмотреть известных блогеров, которые поднимают тему онкологии. Пол Стэмис про него говорит, что он маму как раз вытащил из-за онкологии 4 степени. И вот в том протоколе, про который я сегодня рассказывал, про парня, у него трамитез, он просто ложками его ест. Подруга супруги за 3 месяца регулярного употребления трамитеса у нее полностью исчезла фиброма. Вот эта реклама, да, грибов, что у друга, у подруги это позволило вылечить рак с 4 стадии, но это же абсолютно недоказательная история. Он же не рассказывает о том, что, может быть, мама с 4 стадии получала современную противоопухолевую терапию. И где-то еще добавляла какой-то гриб в каком-то количестве, и у нее эффект был реализован не от гриба, а от того, что она получала эффективное противоопухолевое лечение. То же самое с фибромой. Где доказательства по одному клиническому случаю, что фиброму вылечили с помощью гриба? Скорее всего, нет. Просто вопрос в том, что люди же в это поверят и откажутся от эффективного лечения в пользу использования этих грибов. То есть это противоонкологическое. Вот трамитез считается номер 1 противоопухолевый. А кем он считается номер 1 противоопухолевой терапии? Где его регистрационные какие-то показания, да, где вхождение в список лекарственных препаратов и где введение его в клинические рекомендации? А может быть, он прав, может быть, так и происходило, может быть, и вправду вот эти фармкомпании не говорят о том, что вот есть такие простые средства, чтобы продать нам дорогие. Дело все в том, что фармкомпании, если бы могли продавать свои продукты большему объему людей и за меньшие деньги, я думаю, они бы с удовольствием это делали. Но дело в том, что для того, чтобы препарат лекарственный стал лекарством, он должен пройти ряд клинических испытаний. Эти клинические испытания стоят больших денег, которые вкладывает фармкомпания в то, чтобы доказать их эффективность. А грибы никто не изучал, в грибы никто никаких клинических исследований не проводил. Поэтому вот такие люди пытаются сейчас эти грибы рекламировать, продавать, потому что это средство с недоказанной эффективностью, которое можно активно вот так вот впустить. Ложь, которая может привести вообще к очень серьезным последствиям. Потому что если человек откажется от лечения, то он потеряет время, как минимум, и может погибнуть от онкологии. У меня, кстати, есть ролик про нетрадиционные методы лечения, обязательно посмотрите. Нужно учиться общаться сначала со своим сердцем, у него есть свой разум, а затем обращаться от сердца своего к сердцу пациента. И поддерживая его сердце, вы даже можете помочь избавиться ему от болезни. В сердце заключен, как говорил об этом Будда, кетуб. Кетуб — это квинтэссенция психической энергии, это ларец с сокровищем, это наша жизненная мощь. И если сердце человека закрыто, оно страдает, оно отравлено, ядом рака, рак атакует сердце, нервная система сердца пытается закрыть этот ларец, то у человека шанса нет выздороветь. Когда же мы обращаемся к сердцу, человек растапливаем эти льды, то сердце начинает приоткрывать этот ларец, кетуб выходит из своих сокровенной обители и начинает нейтрализовывать яд. Ну, здесь, наверное, хотелось бы прежде всего обратиться к пациентам, которые слушают этот ролик, да, открытие сердца, сердечный детокс при онкологии, это все на уровне таких психологических манипуляций. Да, можно открывать свое сердце, можно искать дополнительные какие-то способы очищения своей души, но это не альтернативный метод лечения онкологии. И ни в коем случае нельзя обращаться к этим специалистам как к людям, которые могут вас вылечить. Если у вас установлен диагноз онкологический, то вам помочь может только врач-онколог. Постоянно попадают к нам пациенты после целителей, после экстрасенсов, после гадалок, которые обещают им либо их вылечить, либо им очистить карму и все остальное, но, к сожалению, никто еще не избавился от онкологии. Хочу поговорить с вами о таком заболевании, как рак. Ко мне обратилась клиентка, у которой миома матки. И по роду, по материнской линии у нее близкие скончались от этого, то есть нехорошего заболевания. Куда я через астральную хирургию... Ой, все понятно. Астральная хирургия, миома и рак. Миома — это не рак. Даже если миома была по наследству, это никакого отношения к онкологии не имеет. Вот эти вот все астральные вещи, астрологи, цифрологи, эзотерики, которые принимают активное участие и помощь в лечении онкологии, это те люди, которых нужно максимально избегать и сторониться. Это потраченные деньги, потраченное время, и самое главное, что это очень опасно. Это, знаете, вот как есть проволока и газа. Вот эта колючка — это вот модифицированная клетка человека, которая вот таким образом, то есть такими шипами колет. И вот у нее она в спящем состоянии. Но чтобы исцелиться ей, ее задача проработать родовую программу «Любовь к мужчине». И о чем это? В ее случае там стоит деформация любви. Она выбирает партнера так, чтобы
он ее мучил. А как это к миоме относится, которая уже есть? И вот ее задача исцелить эту программу, тогда будет выздоровление. Все родовые программы, исцеление родовых программ, это где-то на уровне психологии, не влечение онкологии точно. Это очень опасно, когда люди транслируют вот эти вещи в широкие массы, поскольку пациенты с заболеваниями и с доброкачественными бегут вот к таким специалистам за помощью, вместо того, чтобы обратиться к врачу традиционной медицины. А почему люди, вот как вы как врач-онколог объясняете, почему люди вот им верят, а вот вам, онкологам, не верят? Ну, потому что эти люди, они же используют информационную площадку, в которой проще получить вот эту вот консультацию. То есть они зашли, они увидели их большое количество, этих блогеров, которые занимаются вот этой информационной трансляцией своих услуг, и тем самым люди, я думаю, просто найдя какую-то свою точку соприкосновения, это же все манипулятивные воздействия. Они очень красиво говорят, они подключают разные там какие-то вещи, истории из жизни, да, ситуации с пациентами. И человек, который просто посмотрел, он поверил и побежал за помощью. В моей практике очень много пациентов, которые обращаются к разным целителям. У нас недавно была пациентка, которая проходила у нас лечение, а потом в межцикловом периоде она решила прекратить стандартную терапию и обратиться в центр, где ей предлагали лечение иммунными клетками. После этого она пришла с бурным прогрессированием. И, к сожалению, вот сейчас мы пытаемся подобрать ей уже терапию второй линии, потому что время было упущено. Она занималась нетрадиционной медициной. И как вот, есть ли у вас понимание, или вы задумывались вы когда-либо, вот что сделать, чтобы вот перестало вот это вот так происходить? Людям нужно более осознанно подходить к выбору человека, кто может помочь. Обращаться к специалистам, непосредственно занимающихся лечением тех или иных заболеваний. Ведь для того, чтобы получить диплом врача, человек учится порядка 10 лет. А для того, чтобы иметь возможность выступить на социальных площадках, никаких дипломов не нужно. То есть это каждый человек может вот такую историю рассказать, и к нему пойдут люди. Спрашивайте дипломы, уточняйте, где получал образование тот или иной человек, который предлагает вам свои услуги. Но я наблюдал, когда у человека вылечивают рак, а осознанность не включается, приходит рецидив, или приходит другой вид рака, потому что организм все равно защищается. Очень интересное утверждение, да, про осознанность. Если на прием к врачу-онкологу приходит пациент, у которого уже есть диагноз рака, он приходит для того, чтобы врач ему помог. А говорить о том, что необходимо развивать осознанность, это не зона деятельности врача. Ну и вот он говорит о том, что рецидив возникает при отсутствии осознанности, да, и сложно очень пациенту неправильно будет в корне сказать, что если вы будете осознанным, у вас не возникнет рецидив, потому что рецидив – это совершенно процесс, который связан с биологией опухоли, с распространенностью, со стадией. Второй момент, который обращает на себя внимание, это то, что он говорит о том, что понял причину онкологии, да, но, вероятнее всего, человек не онколог. Так это защитная реакция человека. Поэтому что я вам посоветую, если у вас или у ваших родственников такая проблема? В первую очередь обратиться к нашим специалистам и найти причину, конечно, рак, и потом приложить все усилия для того, чтобы выздороветь. В чем есть особенность и лайфхак, как отличить врача-онколога от неонколога? Вот явно, что этот человек не является врачом-онкологом, потому что для онколога уже не важно, что было причиной. Если есть заболевание, то нужно принять все меры для того, чтобы его наиболее эффективно вылечить. А что послужило причиной этого заболевания, это уже не имеет никакого значения. У меня была пациентка с аутоиммунным гепатитом, который перерос в цирроз печени 4-й стадии, она почти умирала. И причина была ее постоянное раздражение на маму. Как поняли, что причина была раздражение на маму? То есть каким образом установили причинную следственную связь? У пациентки был цирроз, аутоиммунный гепатит. Это была причина цирроза. Дали несколько сеансов гипноза. Там медикаментозно тоже поддержали. Дали несколько сеансов гипноза и медикаментозно поддержали. То есть где понять, что подействовал гипноз или медикаментозная поддержка, которая доказана? Его цирроз стал стремительно уходить. Появилась нормальная ткань печень уменьшилась значительно, ацет стал уходить, живот уменьшился. Она была очень такая желтая, сильно желтая. Билирубин был выше 200, он упал, ниже 100. Билирубин упал, опять же, за счет инфузионной терапии, которую проводили.
То есть медикаментозная коррекция же проводилась этой пациентке. Она ходила каждый месяц на УЗИ к одному и тому же доктору, и доктор сказал, что ко мне ходит несколько человек с циррозом, но у всех улучшения за эти пару месяцев, а у тебя значительное улучшение, что ты делаешь? Она просто перестала общаться со своей мамой. А перестать общаться со своей мамой – это способ излечения от цирроза? Да, музыка такая. И я прям понимаю, вот люди, которые смотрят, они же реально вот в это верят. Я сама поверила. Начинаешь, когда слушать под такую грустную музыку, и кажется, что вот он так сочувственно это все говорит, что действительно пойдешь, побежишь. Я уже предоставил неоспоримые факты и доказательства того, что можно исцелиться абсолютно от любой болезни. Как можно исцелиться от аппендицита, например, без оперативного вмешательства? Или какой-то экстренной ситуации, где требуется хирургия? Вмешательство синтетических и вредных химических медикаментов. Синтетические вредные химические медикаменты, в том числе антибиотики. Отказ от антибактериальной терапии при каких-то воспалительных процессах, да, это тоже такая история абсолютно неправильная, поэтому тут я бы задала вопрос, доктор ли это? Сейчас вам осталось лишь сделать выбор, который всегда только за вами. Хотите ли вы лечиться и участвовать в экспериментах над здоровьем всю жизнь? Или восстановить свое здоровье целостно, быстро и навсегда? Участвовать в экспериментах над здоровьем всю жизнь, это очень звучит громко. Да? У нас никогда не применяются методики вне каких-то клинических исследований, экспериментальных. Участие в клиническом исследовании – это не эксперимент. В клиническом исследовании пациенты тоже получают определенную пользу. Но если говорить про обычное стандартное лечение, то все пациенты лечатся по клиническим рекомендациям. То есть это теми методами, которые доказали свою эффективность. Если вы принимаете решение быть здоровым человеком, то и ответственность за ваше здоровье пора таки взять на себя и перестать ложно надеяться на традиционную медицинскую систему. Наш организм – сложнейшая биологическая система, и ДНК каждой из миллиардов клеток наших запрограммирована на самоисцеление и восстановление. Но с самого детства традиционная система здравоохранения, умышленно или нет, уничтожает иммунитет и подсаживает всех людей на химические препараты. Как система здравоохранения уничтожает иммунитет и подсаживает людей на химические препараты? Да, ролик, он такой больше манипулятивный. Человек не объясняет, почему, на каком основании делает такие выводы, дает абсолютно утвердительные заявления, которые ничего за собой не несут, кроме как словоблудие. Здесь похоже на манипуляцию, когда играет человек на ощущениях людей, что кто-то против них хочет что-то сделать с их здоровьем. Жизненно важную функцию самовосстановления, заложенную в нас самой природой и самим Творцом. Кому выгодно, чтобы люди бесплатно выздоравливали сами по себе? Их нужно запугать, насеять страхов и подсадить на всю жизнь на волшебные таблеточки, пока лечат одно, калечат другое. Возьмем, к примеру, сон. Ночью происходит восстановление здоровья, отдых и ремонт, регенерация органов. Вы же хорошо себя чувствуете, когда выспитесь. А представьте, если вас постоянно ночью будят и мешают отдыхать. Какое самочувствие у вас будет на утро? Как разбитая корыта. А если это будет происходить на постоянной основе, начинают страдать все клетки и органы, потому что организм не успевает отдохнуть и зарядиться энергией. Происходит разлад как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Почти все люди панически боятся сильного повышения температуры или повышенного давления. С точки зрения традиционной медицины нам нужно срочно сбить температуру жаропонижающим или принять таблеточку от давления. А теперь посмотрите, что происходит на самом деле. Допустим, вы пережили стресс, конфликт, трагическое какое-то событие. Да, здесь опять манипуляция, ведь не говорит традиционная медицина о том, что необходимо сбивать температуру сразу же жаропонижающими. Но если есть повышение давления и оставить это без лечения, это может привести к более серьезным последствиям. Человек может загреметь с инсультом, если это не купировать. И вообще гипертоническая болезнь, она постоянно лечится, она постоянно должна быть на терапии, и просто так сном избавиться от этого невозможно. Так что же происходит, если мы пьем утром натощак не просто воду мы уже поговорили, а если мы пьем воду с содой? Она, как мы выяснили, по малой дорожке натощак, у нас же там нет продуктов, из желудка транзитом проходит 12-перстную кишку, у нас там и так щелочная среда, но мы организму еще помогаем, ощелачиваем, то есть добавляем щелочи. У нас прекрасно перерабатывается наша еда, которую мы разбавляем чаем и кофе. То есть добавление щелочной среды ведет к тому, что пища у нас прекрасно переваривается в 12-перстной кишке. Виктор, почему мы слушаем советы массажиста? Мне интересно, почему массажист вместо того, чтобы делать массаж, дает советы, что нужно пить? Я же не обсуждаю, какие техники массажа она применяет. Но почему человек так уверенно рекомендует какие-то вещи? На самом деле очень много людей, которые занимаются нетрадиционной медициной, они говорят о том, что употребление соли, ощелачивание организма – это способ, который позволяет избавить от всех болезней. Но нет никаких данных, которые это подтверждают. Откуда вообще вот это стремление ощелачивать организм? Из тех же самых древних старых исследований, где изучалась сода как один из методов борьбы с онкологией. Очень много средств, которые были изучены, которые пытались люди применять. Так же, как грибы-мухоморы, так же, как грибы чага, так же, как болиголовы. Но нет никакой доказанной эффективности ни у одного из них. А ощелачивание вообще что это?
Ощелачивание – это когда перевод кислой среды с помощью соды в щелочную. А организму это нужно? Нет, не нужно. А почему сестренец это делают? Не знаю. Нет у меня на это ответа. В случае онкологии нужно понимать, что это очень бурная реакция организма на что-то. Нужно понять, что является треком, что является причиной, полностью убрать это из своей жизни. Кроме того, нужно приложить достаточно серьезные усилия, чтобы из тела все это ушло. Мне было очень интересно разобраться с этой болезнью. Знаете, даже была такая, я честно, любимая, наверное, где-то отчасти тема, что люди не знают, из-за чего рак. Я узнал. Люди не справляются, я справлюсь. Научился справляться. Нужно обязательно разобраться в причинах заболевания, что является пусковым механизмом, на что среагировал ваш организм. И обязательно с этим разобраться, уже станет легче. В этом ролике есть несколько утверждений, которые надо разобрать по отдельности. Первое утверждение – это что прежде всего важно узнать причину онкологии. Обычно, когда нам задают такой вопрос пациенты, а почему у меня возник рак? Вот я всегда им отвечаю, что вы сейчас на это не тратите свое время, силы, энергию, потому что это уже ни на что не повлияет. Если уже есть установленный диагноз, то вот эти вот причины, которые к нему привели, они уже, по сути дела, на тактику лечения, на прогноз не повлияют. И можно в этом разбираться сколько угодно долго, да, но важно начать лечение правильное, эффективное, которое позволит избавить от этого заболевания. Как правило, онкологическая боль – это психосоматика. Мне удавалось убирать онкологических пациентов боль буквально вот так вот. Но причина всегда психологическая. Надо найти и понять. По поводу того, что причина боли всегда у пациента психосоматика, здесь я тоже не соглашусь. Бывает, когда опухоль распространенная, есть сдавление, например, жизненно важных структур, да, есть метастатическое поражение костей. И тут боль, она носит совершенно понятный характер. Это связано с опухолевым процессом. Психосоматический компонент бывает, конечно же, у пациентов, которые с высоким уровнем стресса, тревоги, которые устали от длительного лечения. Но говорить однозначно, что это всегда психосоматика, нет. Третий тейк, который я поняла, это то, что он якобы понял, какая причина рака у каждого человека. Но это тоже на уровне фантастики. Итак, сегодня кратенько расскажу, что же лечит голод. Вкратце опишу, какие самые распространенные проблемы со здоровьем решаются на уже первых этапах лечебного голодания. Голодание по нашей методике, которое мы практикуем уже на протяжении нескольких десятилетий, работает комплексно. И похудение, это, скорее всего, это большой и очень приятный бонус нашей методики. Главная же цель нашего проекта – полное оздоровление организма и поддержание его функциональности. Перечень показаний к лечебному голоданию или пищевой паузе я бы отнес такие заболевания. Заболевания кожи, экземы, псориазы, дерматиты различные, дерматозы, нарушение нервной системы, депрессии, неврозы, тревожные состояния, панические атаки и так далее. Я думаю, что депрессии, неврозы действительно могут быть вылечены голоданием просто за счет того, что смещается фокус внимания. Человек думает постоянно о еде, и ему, в общем, некогда тревожиться. Дискинезия желчеводящих путей очень хорошо поддается восстановлению на пищевой паузе. При дискинезии желчеводящих путей лечится это состояние не голоданием, а частым дробным питанием мелкими порциями. Потому что при дискинезии необходимо, чтобы желчь вырабатывалась регулярно. Фанатизм, что голодание лечит все, это не несет за собой никакой научно доказанной базы. У меня, кстати, есть ролик. Смотрите. Могут вам облегчить состояние. Легче переносить химию, терапию, выводить радионуклиды из клеток поможет сорбент. Фольвовые кислоты находят поломки в клетках и устраняют их. Все понятно. Люди продают свои продукты не зарегистрированные, не лицензированные, пользуясь тем, что пациент с онкологическим диагнозом ищет все способы, чтобы себе помочь. Это же даже не лекарства. Это какие-то БАДы, которые неизвестно кем и как произведены, из чего они состоят. Неизвестно, что входит в лекарственную формулу, там вообще очень сомнительно, что это лекарство. Не может фолиевая кислота в изолированном виде поднять лейкоцит и блокировать рост опухолевых клеток. Нет, не может. Точно так же, как легче переносить химиотерапию, позволяют официально зарегистрированные лекарственные препараты, которые используются в качестве премедикации, постмедикации во время прохождения лечения. Если бы все было так просто, наверное, эти средства не нуждались бы вот в такой рекламе. Тот же стакан теплой воды с небольшим количеством соды. Я еще когда учился в институте, у нас был преподаватель по физиологии, его считали каким-то он ненормальным, потому что он не вписывался в ту тему, которую говорил. То есть он говорил: ребята, вот вам придется работать со спортсменами, вам придется, так сказать, встречаться с больными людьми. И вот чтобы самим не заболеть, самое простое, когда грипп присутствует, когда вокруг вас все болеют гриппом, по утрам и по вечерам начните пить самое простое: стакан теплой воды, горячей воды и пол чайной ложки соды добавьте. Сода уже столько раз всеми транслируется как средство борьбы с раком, что у меня есть отдельный ролик, записанный и про соду в том числе, где все эти мифы развенчаны. Есть лекарственные препараты, есть официальные методы терапии,
которые необходимо получать при возникновении того или иного заболевания. И если говорить, например, про вирус, тот же самый гепатита или вирус папилломы человека, никакая сода его не вылечит. Хорошо, а скажите, пожалуйста, почему тогда вот врачи говорят, что сода не лечит, но при этом приписывают все соде лечение от рака, лечение от гриппа, лечение там, грибов, паразитов, от паразитов, от всего. Что в этой соде такого, что возник такой ажиотаж? Сода действительно очень много изучалась в разном, по-моему, аспекте, но кроме как в кулинарии сода активно нигде себя не показала. Ну вот многие ссылаются к профессору Риму Вакину, который предлагал, по-моему, даже в лечении от рака, немножко воды. Сода давно достаточно активно изучалась, и многие пытались ее использовать для лечения разных заболеваний, начиная там с гастрита и заканчивая раком. Но медицина идет неуклонно вперед. Каждый год появляются новые лекарственные препараты, высокоэффективные, над разработкой которых работает все мировое сообщество. И есть сейчас такие современные методы лечения, которые, несопоставимы, и нельзя даже говорить о том, что в нынешнее время какие-то заболевания можно лечить содой. Сегодня я хочу рассказать вам про 2 продукта, которые помогут вам противостоять раку. Эти 2 продукта очень эффективны при всех видах рака. Первый продукт способен убить определенные раковые клетки за 30 минут. И после его приема нет никаких побочных эффектов. И этот продукт называется чеснок. За 30 минут? Вообще классная подача, на самом деле очень активно, так бодро он зашел, его можно, наверное, приглашать в качестве спикера на мероприятие, точно не про чеснок. Если бы все было так просто и 2 продуктами можно было излечить пациента от рака, наверное, бы не работала бы вся индустрия в создании противоопухолевых препаратов. Очень много мифов по поводу продуктов, как в продуктов, которые излечивают от рака, так и как продукты, которые приводят к онкологии. У меня есть по этому поводу отдельно записанный ролик, вы можете его посмотреть, ознакомиться. К сожалению, в лечении онкозаболеваний продуктами за 30 минут не обойтись. Если вы хотите исключить факторы риска, которые влияют на развитие онкологии, то, прежде всего, надо обратить просто внимание на сбалансированное питание, на активную физическую жизнь, которая может привести к снижению вероятности возникновения онкологии. Но продуктами это излечить невозможно. Профилактика рака. Сейчас офигеете. Главное — регулярный секс. Не раз в месяц, потом 33 раза в день. Не раз в полгода, а потом опять чистокол. Все должно быть регулярным, с определенными интервалами. Если у вас регулярно опорожняется предстательная железа, регулярно сокращается влагалище, у вас регулярно кровоснабжаются органы, у вас все хорошо, и, соответственно, рак у вас не разовьется. Хороший ролик о пользе занятий сексом, но я думаю, что здесь с позиции гинекологических заболеваний – да, с позиции урологических тоже да, но гарантировать о том, что регулярные занятия сексом позволят избежать онкологии, наверное, это громкое заявление, но в целом ничего плохого. Есть определенные исследования, которые изучали людей, которые занимаются активно сексуальной жизнью, и у них действительно вероятность возникновения злокачественных опухолей ниже, но это на уровне исследований, это абсолютно не точно доказанная информация, но в этом есть определенная логика, потому что так же, как снижение онкоурологических заболеваний, онкогинекологических и маммологических, конечно же, это влияет. 6 причин начать пить льняное масло прямо сейчас. Первая причина – это профилактика рака. Жирные кислоты, входящие в состав масла, препятствуют развитию раковых клеток. Вторая – это масло решает проблемы с запорами и диареей, нормализует работу ЖКТ. Третья – это значительное уменьшение уровня плохого холестерина в крови за 12 недель. Четвертая – это профилактика диабета за счет снижения уровня сахара в крови. Пятая причина – льняное масло понижает артериальное давление, и это уменьшает риск развития инсульта на 40%. Льняное масло само по себе действительно полезное для желудочно-кишечной системы в борьбе с запорами, вероятнее всего. Но роль льняного масла в профилактике или тем более в лечении онкологии, она, естественно, не изучена никем, не доказано, поэтому использовать льняное масло как дополнительный способ заправки салатов или использовать как продукт, который улучшает пищеварение, наверное, да. Но во всем остальном очень часто люди обращаются за советом к диетологу для того, чтобы он подобрал перечень продуктов, которые его либо исцелят, либо помогут ему провести профилактику от рака. Нет таких продуктов, которые могли бы отдельно вылечить или предупредить возникновение онкологии.
Должно быть сбалансированное полноценное питание, которое подбирается с учетом образа жизни, физической активности, но влияние какого-то одного или нескольких продуктов на вероятность возникновения онкологии или его лечения с помощью продуктов, это не доказано. Друзья, когда смотрите ролики, всегда критично относитесь к той информации, которую вам подают. Верьте доказательной медицине, потому что это научная база, результаты которой были признаны мировым сообществом, и для лечения онкологических заболеваний обращайтесь, пожалуйста, к врачу-онкологу.